Подъезды все засранные. Просто натуральный бомжатник. Такой вот вид. Окурки из ванной, они их не выбросили перед тем, как эту квартиру кому-то сдавать. А здесь кто-то живет. Под напряжением проволока, чтобы никто не перелез. Это такой кайф. Вот чему нужно поучиться у китайцев. Итак, друзья, сейчас мы с вами будем смотреть новые жилые районы Шанхая, пригородов Шанхая. В общем, посмотрим на местные варианты Кудрово, Мурина, Парнасов, всех любимых вами многоэтажечек. Видите, здесь вот каждый этот блок, и он застроен одним типом домов. То есть вот здесь все дома одинаковые в этом гигантском квартале. Здесь все дома одинаковые. То есть они берут просто один проект, вот, например, такой, и все поле им застраивают. И это такой вот гигантский получается микрорайон, который за таким зеленым забором, он полностью так обособлен, и внутри вот у них там свой дворик, своя территория. То есть это если, вот, я говорю, взять европейский квартал и там в 10-20 раз его отмасштабировать, и получится такой гигантский китайский квартал. А так вот выглядит это агентство недвижимости. То, про что я рассказывал, да, то есть вот они берут вот такие вот гигантские эти районы, которые застраиваются вот все одинаковыми домами. То есть каждый застройщик, он выбирает какой-то один дизайн дома, и просто его тиражирует, и они... Есть специальная такая программа, при которой, если купить сейчас квартиру, то в течение 3 лет можно не платить налоги. Очень удобно. Раньше была деревня, вот, теперь они построили красивые дома, многоэтажные. Сейчас, друзья, мы идем смотреть квартиру. Мы с Андреем в образе покупателей. Делаем вид, что мы хотим арендовать квартиру, чтобы здесь пожить, в этом прекрасном уголке. В прекрасном районе, да. Раньше здесь была деревня, а теперь вырос город. Прямо как в таких вот пропагандистских фильмах. Обратите внимание, что на тротуарчик-то места практически не осталось. Зато есть шикарная такая велодорожка, которая уже не вело, а мотодорожка. Потому что в основном есть на этих электрических мопедах. Ну а здесь вот очередной такой, видите, квартал. Такая там проволока, видимо, под напряжением какая-то. И везде вот обязательно есть благоустройство. То, что вот отличает эти все китайские кварталы, да, что сразу после сдачи, 2014 год, и уже везде взрослые деревья. То есть в Китае, куда бы ты ни приехал, смотрите, они везде вот делают, вот вся вот эта зелень, это сразу высаживают взрослые деревья. Это не то, что они здесь 20 лет росли. И это очень круто. Потому что район новый, но уже здесь можно нормально жить. Чувак удачно припарковался. Теперь его машина стала малой архитектурной формой. Здесь он так вот стоит. То есть здесь вот куст, там другой куст, отсюда он не выйдет. А здесь недавно установили столбики. Ну да, не всем везет. Она говорит, что безопасность здесь на высоте, 24 часа охрана. Никаких случаев, никаких проблем они не помнят. Слушай, а спроси, пожалуйста, зачем они стволы белят? Мне кажется, что это просто так красиво. Серьезно? Так красиво. Она говорит, что это красиво. И, кроме того, здесь приходят специальные службы проверять, поэтому считается, что лучше... Нарядно. Да, что это нарядно, и как бы на всякий случай, чтобы не приставали. Почему они не белят деревья? На всякий случай, для красоты они их белят. Они делают такое вот фантастическое озеленение. У нас в центре города такое не делают, как сделают на окраинах. Еще раз, мы с вами просто приехали на окраины самого такого обычного района, где недорогая недвижимость. И это везде в Китае. Вот куда ты не приезжаешь, везде будет просто шикарнейшее благоустройство, куча зелени, и они высаживают сразу огромные высокие деревья. Это такой кайф. Вот чему нужно поучиться у китайцев, это озеленять новые районы. А чему не надо учиться у китайцев? Это строить
куча одинаковых многоэтажек на бывших колхозных полях. Всего 2-3 остановки на автобусе, и мы у метро, и это круто. Вот такой КПП, то есть, как я говорил, территория района, она закрыта. А, здесь парковка платная. Все, нам открыли дверь, то есть чужак все так просто снимает. Видите, здесь сразу камеры стоят, которые все смотрят, все записывают. Видите, сколько камер? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 камер только на входе. Вот так вот выглядит территория. Как я сказал, внутри будет такой парк обязательно и подземная парковка. В самих домах уже консьержа нет. То есть, если вы прошли через КПП, подразумевается, что вы здесь живете. Хоп. Лифт, кстати, часто тоже по карточке. Я не знаю, как здесь. Лифт такой засранный. Все как у нас. Спроси, почему лифт засранный? Здесь просто клеит рекламу, приходится разбирать. Такие подъезды все засранные. Да. Тут уже все так выглядит. Ну, видно, что народ из деревней сюда. Так. Значит, ключ лежит в пожарном кармане. Вот так вот. Видишь, мы теперь можем здесь жить. Мы знаем, где лежит ключ у нее от квартиры. Так, дешевая китайская дверь. И вот мы входим в квартиру. Супер. Так, это какая-то очень маленькая квартира. Здесь, значит, малюсенькая кухня. При этом все очень грязно. Видно, здесь кто-то жил, и они даже, видите, перед тем, как ее сдавать, они ее совершенно не моют. Такой вот вид. То есть даже сигареты, Нёлик, это сигареты, пачка. Там вот все в мусоре. То есть повсюду жуткая грязь. Они вообще ничего не помыли. Грязная вытяжка вон. Эта квартира сдается за 3400 юаней. 3400 юаней. То есть, смотри, здесь получается одна спальня такая полуторная. И одна спальня хозяйская. И все, слушай. Это очень маленькая квартирка. В общем, в Китае совсем другой способ подсчета площади квартир. Вот она только что сказала, что эта квартира 70 метров. Можно заметить просто невооруженным взглядом, что эта квартира очень маленькая. Реальная площадь у нее будет около 40 метров, может быть 45. Потому что в площадь квартиры в Китае включают все прилегающие территории. То есть, например, есть площадка у лифта. И вот этот коридор, он тоже делится на количество квартир на этаже, и эта площадь включается в площадь квартиры. Слушай, а спроси вот, если мы захотим ее снять, они уборку сделают здесь или нет? То есть, или уборку это мы должны будем здесь делать? Вот здесь, здесь просто такой срач, просто мусор, он вообще не убран. Все грязное, все старое, самая дешевая грязная мебель здесь стоит. Очень, так сказать, самая примитивная отделка, какие-то бумажные двери. Квартиру уже убрали, ее привели в... Это они убрали. Да. Друзья, если вы хотите, вы можете еще сами прибрать эту квартиру. Мне страшно подумать, что здесь было, когда ее не убрали. Ну, то есть, смотрите, вот здесь просто висит все в паутине, например. И вот видно, не видно. Здесь вот все в паутине. Душ просто поломан, нету лейки. Все ржавое. Вот это вот они убрали. Даже черные волосы вокруг раковины не убрали. Если есть необходимость, и мы решим снимать эту квартиру, они найдут нам уборщицу, которая нам за небольшую денежку это все. Ну, то есть, просто чтобы добавить, даже окурки из ванной, они их не выбросили перед тем, как эту квартиру кому-то сдавать. Они даже не подмели. Конечно, очень грязно, что мы бы, конечно, хотели снять, но мне кажется, что если бы они уделяли больше внимания чистоте, им было бы проще эти квартиры сдавать. Потому что сейчас, конечно, это очень грязно. Зато она говорит, что здесь довольно дешевая электроэнергия, в отличие от более... Сколько коммуналка будет? 6 мао, то есть 60 центов китайских за киловатт-час. Смотрите, здесь видишь, как грязь валяется прям. О, господи. Тут везде, слушай, здесь везде, то есть вот здесь куда ни посмотреть, тут везде такая грязюка. Что такое ощущение, что здесь какой-то был притон. Просто все в пачках из-под сигарет, все в окурках. То есть здесь жили какие-то свиньи, и они эту квартиру пытаются сейчас сдать. Ну и я так понимаю, типичная ситуация. То есть это не то, что мы попали в какую-то свинскую квартиру, типичная китайская квартира. Есть квартиры с более хорошей отделкой, там, где еще никто не жил. Да, можно посмотреть. А это обеденный столик здесь в прихожей. Ну, там причем, несмотря на то, что там никто не жил, и там ремонт получше, там цена ниже. Вот так вот, блин, подъезд такой страшный. Все загажено.
Просто натуральный бомжатник. Вот здесь хорошо видно благоустройство. Видите, я тоже сказал, несмотря на то, что это такое очень посредственное жилье, но здесь вот в центре такой парк. Мне кажется, они даже не понимают, что что-то не так. Ну, она сказала, что если нам показалась эта квартира довольно грязной, то Да. можно это использовать в качестве аргумента для того, чтобы торговаться. Нет, ну Да, подожди, нормально. нет, а мне интересно, а ей она не кажется грязной? То есть Ну, ей так убрали же. ей эта квартира кажется вполне себе такая ничего. Что с парковкой? Значит, месячный абонемент стоит 80 юаней, годовой абонемент стоит 960 юаней. Под открытым небом парковка. То есть 1 час стоит, а если паркуешься от 1 до 5 часов, стоит 5 юаней, от 5 до 24 часов 10 юаней. Вот, есть другой район, тоже КПП, тоже вот эта огромная огороженная территория, вход только для своих. И вот видите, бесконечная череда вот этих вот одинаковых коробок. И это для китайцев совершенно обычное дело. То есть все китайские районы, где бы вы ни находились, они выглядят примерно так. Гигантские суперкварталы, застроены абсолютно одинаковыми проектами. Все очень плохого качества, все очень грязное, но деревья и сады. Напишите в комментариях, в каком городе вы живете, и хотели бы вы, чтобы у вас было такое классное благоустройство. Посмотрите. Ну, не считая того, что здесь все засрано, сюда не надо смотреть, но вот. И, видите, здесь под напряжением проволока, чтобы никто не перелез. Ну, кстати, безопасность безопасностью. Я часто в такие районы просто проходил, никто даже не спрашивал. Морда кирпичом, с кем заходишь, никаких вопросов к тебе нет. Каким-то странным образом переходим дорогу. Ведь вообще никто не переживает. Такие все идут, ручки за спину, по-деревенски, ручки в карманы. Здесь многие сами живут в этих домах, то есть они не сдают их, переехали сюда из деревень, поэтому общий фонд, который для внешних съемщиков, он не очень большой. Я говорю, и сколько времени стоит квартира, если вот человек выехал? Она говорит, ну, это зависит от квартиры, иногда бывает и такое, что вот не успел человек выехать, и буквально на следующий день кто-нибудь приходит посмотреть квартиру и сразу говорит, боже мой, это же квартира моей Это мечты. то, о чем я мечтал. Итак, она только что объяснила нам, что это за дома. Дело в том, что здесь раньше была деревня, потом дома снесли, и эти дома, ну, как бы вот квартиры в этих домах, их раздали в качестве компенсации за снесенное жилье. Поэтому в течение 3 лет эту квартиру нельзя продавать. Ну вот, то есть, и некоторые получили, например, 2-3 квартиры, поэтому ты можешь их сдавать. Вот в России таких парков нету даже в центрах городов, ну, я имею в виду в регионах. А здесь такая просто дремучая окраина Шанхая. Посмотрите, сколько зелени, сколько деревьев. В таком виде деревья высаживают. То есть вот это вот погибло дерево по какой-то причине, его выкопали. И вот это сейчас новое дерево, которое вот здесь приготовили, его вот будут высаживать. Это вот прямо из питомника, буквально перед нашим приездом, чтобы все было красиво. Не успели чуть-чуть. Чтобы было понятно, где мы сейчас находимся, например, у вас создалось впечатление, что мы находимся где-то в черте города. На самом деле нет. Только что она объяснила, что до городского центра здесь 1,5 часа на метро. То есть это не только 3 остановки до метро, но еще и 1,5 часа на метро до центра города. Ну вот, так что это, в принципе, довольно далеко. Квартира здесь стоит, вот в этом районе, с прошлого года здесь уже можно их покупать. Средняя квартира по площади около 60-70 метров обойдется в 1 800 000 юаней. Вот здесь уже доступ по турникету, через турникет. Нас сейчас пустят. Добрая охрана. Видите, вот есть у него ключик. И мы заходим. На плакате написано: повышаем сознательность в сфере безопасности. Сдаем квартиры согласно закону. Отказываемся от сдачи квартиры с группой лиц одновременно. Повышаем меры обеспечения безопасности. Потому что прямо хочется что-то начать соблюдать. Зарядка для электромобиля, чтобы вы могли здесь вашу Теслочку парковать. Ну или китайский какой-нибудь аналог. О, ну здесь уже не бетонный пол, а дешевый керамогранит на полу и на стенах. То есть здесь уже чуть-чуть почище. Лифт красивый. Лифт обит красным деревом на время стройки. Да. Потом это уберут, когда стройка закончится, она говорит, потом это все уберут. О, ну это уже другой уровень. Да, здесь чисто.
О, 拆迁的。 да. Здесь Всё. никто не жил еще. Здесь никто еще не жил, здесь никто еще не насрал. Поэтому здесь 燃气热 здесь чисто. Ну, единственное, конечно, окна мыть не надо. Окна сами вымоете. Здесь стоит какая-то вот плита газовая, столик. Да, кстати, вот ты входишь, сразу у тебя не прихожая ничего, ты сразу ходишь в такую, получается, на кухню. Вот это вот, смотрите, вид. Да, чисто такая китайская система, ты заходишь и сразу видишь, как кто-то ест и кто-то готовит. Такая вот маленькая кухонька в нише, маленький столик, да, спальня с балконом и спальня такая совсем маленькая, я не знаю, метров 6 квадратных, наверное, вся комнатка. Здесь у нас еще один кондиционер стоит. Здесь прекрасный вид на логистические терминалы Икеи. Вот эти вот белые склады. И вот там хорошо видно куча этих районов. То есть вот эти вот огромные территории, которые все застраиваются такими вот многоэтажными, одинаковыми совершенно зданиями. То есть вот один застройщик, один проект, и все это вот так вот тиражируется вот бесконечно. А здесь опять же, вот посмотрите, под ЛЭП, да, они сделали тоже сразу какие-то сады. То есть это не какой-то пустырь, а там все засажено какими-то растениями. Как идет оплата коммунальных платежей? Здесь горячей воды нет. Здесь платится за газ и за электроэнергию. Электроэнергия стоит 60 китайских центов. Соответственно, ты просто пополняешь карточку, вставляешь эту карточку в эту штуку, и как бы у тебя деньги списываются. В Китае вообще нету системы. Постоплаты вот Да, да, в Китае нету системы. Кончились деньги, у тебя все перекрылось. Абсолютно, да. То есть цена会显示这个 会显示多少钱，按余额。对。 Ну, это просто будет отражаться, сколько у тебя денег осталось. То есть в Китае вообще нету задолженности за ЖКХ. Потому что нет денег, нет ЖКХ. Нет, абсолютно. 3100 юаней в месяц. 12 этажей. Мне вот нравится, да, как видишь, у них кто-то на лифте что-то нарисовал, они взяли краской белой такой и закрасили. Здесь просто была реклама. Да, и поэтому просто, ну, это нельзя же было очистить. Нужно было взять просто белую краску, да, и взять и белой краской на лифте это замазать. Так, а где детский садик? О! А где детский садик? Да, где площадочка? Где моя ксиловская площадочка? Не, она там была с той стороны дома, я видел. Травка отдыхает, пожалуйста, не беспокойте ее. А это мопед охраны? Да. То есть это если какой-то нарушитель, Видишь, он включен вот эту сирену. да, то охранник с мигалкой поедет вас задерживать. Все. И охранник сразу записал, что 2 иностранца покинули территорию нашего прекрасного района. Вот обычно перекресток на окраине. Давайте посмотрим, сколько здесь камер. 1, 2, 3. Вон там 4. И здесь еще вот 5-6 на штанге. Здесь можно покрасить свою собаку. Можно собаке выбрить, смотри, еще одну собаку на спине. И у тебя будет 2 собаки. Чтобы она была как будто с рюкзачком. Да. Да, это собачий салон. О, здесь спит кошка. Не, ну, мне нравится то, что вот уличная жизнь не дает забыть, что здесь была раньше деревня. То есть чувак, он мусор сортирует. Ну и вообще такой народ здесь ходит так вот, да, расслабленно. Магазин вот, то есть магазин же он чисто вообще, чисто деревенский. Как высушить одежду? Китайский лайфхак. А здесь у нас что? А здесь у нас кто-то живет. Такая маленькая кухонька. Банка, огромная банка с чесноком. Куча мусора. Там одежда. Слушай, реально кто-то живет. Видимо, дворник, как у нас раньше дворникам давали, да, где-то под лесенкой каморку. Видимо, в Китае такая же система. Ну, человек приехал из Лондона, и он как привык, что у него вот его фамильный герб. И он теперь здесь живет. И вот такими бесконечными суперкварталами застраиваются все пригороды крупных китайских городов. Народ едет сюда из деревень жить, работать. Выглядит все это издалека как более-менее, то есть издалека это выглядит как наше такое элитное жилье, ну или так бизнес-класс, как у нас называют. То есть хорошее благоустройство, какая-то интересная такая архитектура, ну как, не просто коробка, да, а коробка с какими-нибудь башенками, затейливая коробочка. Но по факту это очень маленькие квартирки, очень тесные квартирки, очень плохого качества.
Ну, единственное, что здесь хорошее, это благоустройство. Благоустройство для массовой жилой застройки просто супер. Больше плюсов я здесь не вижу. А Андрей ходит, и прямо у него слюнки Да, текут, я уже думает, просто готов думает, а переехать не переехать ли ему из Пекина, из центра Пекина. из центра Пекина, переехать в классные, потрясающие, комфортные пригороды Шанхая. Слушай, ну что, всего там почти 2 часа, и ты в центре города? Да. Удобно? На этом, друзья, мы заканчиваем нашу прогулку по новым районам Шанхая. Я надеюсь, вам было интересно. На этом все. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, потому что новые ролики выходят каждый день, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!